Глава 1536. Кровавое облако. Небо в этом направлении всего мгновение назад было ярким и ясным, но внезапно стало ярко-красным. Сразу после в том направлении показалось бесчисленное количество малиновых облаков, беззвучно достигнув воздуха над его головой за считанные секунды, а затем продолжив свое продвижение. В мгновение эко эти облака распространились так далеко, что им не было видно ни конца, ни края, и воздух вокруг стал разноситься гнилостный запах. Словно он каким-то образом оказался в совершенно незнакомом мире. Хань Ли втянул воздух вокруг себя, и его лицо слегка побледнело. Аромат в воздухе явно принадлежал запаху свежей крови. Сколько свежей крови требовалось, чтобы превратиться в такое количество кровавых облаков, Хань Ли сразу же насторожился. Он внезапно остановился посреди полета, и над его телом появилась молниеносная мантия, которая затем превратилась в мерцающий слой лазурных и белых дуг молний. В то же время по всему его телу появилась золотая чешуя, мерцающая золотым светом, а позади него появилась проекция с 3 головами и 6 руками. Тем временем Хань Ли скрестил руки, глядя в небо. Прищурившись, в его глазах вспыхнул синий свет. Причудливые сцены, разворачивающиеся вокруг него, вызвали у него подозрение, что с ним что-то произошло. К счастью, с его нынешним уровнем культивации и новыми способностями, которые он освоил, у него был приличный шанс сбежать даже от культиватора стадии интеграции тела. Таким образом, он по-прежнему был достаточно спокоен и собран. Конечно, он также немедленно высвободил свое духовное чутье во всех направлениях, пытаясь найти потенциальных врагов, скрывающихся в кровавых облаках. Однако от результатов его поисков его сердце сжалось. На обширной территории, охваченной его духовным чутьем, не было ни одного врага. Вместо этого он обнаружил, что все небо в радиусе 1000 километров вокруг него было окутано такими же кровавыми облаками. При виде этого Хань Ли резко вздохнул. Неужели он попал в какое-то загадочное ограничение? Это были единственные выводы, к которым мог прийти Хань Ли. После периода нерешительности он внезапно вырвался вперед полоской лазурного света, исчезнув вдали после нескольких вспышек. Независимо от того, почему возникло такое ужасное явление, лучше всего было сбежать подальше от этого места. С нынешним уровнем культивации Хань Ли полет на полной скорости позволил ему мгновенно преодолеть расстояние более 1000 футов, а его скорость почти могла сравниться со скоростью культиватора интеграции тела. Частично это было связано с тем, что уровень культивации Хань Ли значительно улучшился, но главным фактором, способствовавшим этому, было то, насколько легкими стали его недавно закаленные летающие мечи. Хань Ли мог двигаться с такой высокой скоростью, когда летел на одном из своих мечей. Это было для него большим сюрпризом, но, очевидно, довольно приятным. Однако вскоре улыбка Хань Ли застыла на его лице, и в его глазах появилось недоверчивое выражение. Он пролетел более 50 тысяч километров, но ему все еще не удалось выбраться из этих кровавых облаков, и конца им все еще не было видно. Хань Ли был поражен этим и ускорился еще больше. Пролетев более часа, кровавые облака все еще висели над его головой, и Хань Ли, наконец, остановился, убрав лазурный свет вокруг себя. В этот момент у Хань Ли было очень мрачное лицо. Было совершенно ясно, что он находился в рамках каких-то серьезных ограничений, иначе чего-то подобного точно не было бы. Однако размер этого ограничения был совершенно ошеломляющим. Хань Ли парил в воздухе, быстро пытаясь выбраться из этой ситуации. Однако, прежде чем он успел что-нибудь придумать, кровавые облака в воздухе внезапно взорвались, изнутри появилась серия красных рун размером с кулак. Эти руны кружились в воздухе, издавая тихий жужжащий звук, но звук становился все громче и чётче, постепенно становясь совершенно оглушительным. Сердце Хань Ли дрогнуло при виде этого, и он немедленно сделал печать заклинания руками. Тело вспыхнуло лазурным светом, и оттуда вырвались 72 лазурных летающих меча, а затем обернулись вокруг него, превратившись в 72 лазурных цветка лотоса. Однако это еще не конец. Выпустив свои летающие мечи, Хань Ли сделал хватательное движение, и во вспышке черного света над его рукой появилась миниатюрная черная гора высотой в несколько дюймов. Он подбросил миниатюрную гору в воздух, и она мгновенно увеличилась до более чем 100 футов в высоту, создав массивный щит над Хань Ли. Несмотря на то, что он не знал, что должно произойти, он все же мгновенно установил несколько уровней защиты. В тот момент, когда Хань Ли смотрел на происходящее с мрачным выражением лица, багровые руны вверху внезапно двинулись к Хань Ли, словно нашли свою цель. С огромной горой эссенции божественного света наверху ни одна из рун над головой не смогла добраться до него. Однако багровые руны во всех 4 направлениях и внизу неистово устремились к нему. При виде этого Хань Ли слегка изменился в лице и сразу же указал на лазурные цветы лотоса вокруг себя. Цветы сначала вращались на месте, а затем превратились в бесчисленные полоски лазурного меча Ци, летевшие к приближающимся рунам. С грохотом все руны мгновенно превратились в облака кровавого тумана. Затем кровавый туман попытался проникнуть через щели между лазурными мечами Ци.
Ханли вскрикнул, и лазурные и белые дуги молний вокруг его тела раздулись, образуя массивную сеть молний, отразившая кровавый туман. Как только Ханли вздохнул с облегчением, весь кровавый туман рассеялся и растворился в малиновых облаках в мгновение ока. Внезапно облака яростно задрожали, и после оглушительного удара к Ханли направилась массивная кровавая руна размером около 300 футов. Даже Ханли был очень напуган появлением такой гигантской кровавой руны. Он глубоко вздохнул и указал пальцем на черную гору над головой. С горы тут же раздался глухой удар, и вырвались бесчисленные полоски серого света, образуя огромную серую сеть, готовясь к спуску огромной руны крови. Однако после того, что произошло в следующий момент, Ханли остался неудел. Массивная руна не стала падать прямо вниз, как он предполагал. Вместо этого она стала медленно кружиться под кровавыми облаками, излучая при этом жуткий малиновый свет. Ханли стоял на месте и ждал целых 10 минут, но за это время так ничего и не произошло. Он невольно нахмурился, задумавшись над тем, что может быть целью этой гигантской руны. Однако он внезапно изменился в лице и, казалось, что-то обнаружив, резко провел рукой по браслету для хранения на своем запястье. Во вспышке лазурного света ему на руки приземлилась нефритовая коробка. На нефритовой коробке было наклеено несколько талисманов разноцветных цветов, но ее крышка все еще непрерывно тряслась, беспорядочно мигая духовным светом. Еще более невероятным было то, что в тот момент, когда Ханли призвал коробку, массивная кровавая руна в небе, казалось, отозвалась резонансом и начала яростно вспыхивать. Талисманы, наклеенные на коробку, внезапно воспламенились и мгновенно сгорели дотла. Почти в тот же момент грянул раскат грома, и нефритовая коробка взорвалась во вспышке белого света, и осколки шрапнели разлетелись во все стороны. Даже если бы Ханли был обычным культиватором, одного этого было бы недостаточно, чтобы сильно его ранить. Однако тело Ханли действительно достигло необычайно мощного состояния, до такой степени, что шрапнель просто отскочила от его тела, не причинив ему никакого вреда, словно они попали в статую, выкованную из стальной эссенции. После того, как белый свет погас, предмет в коробке неподвижно завис перед Ханли. Поверхность предмета была бледно-желтой, но повсюду были видны темно-зеленые узоры, и это выглядело как длинный и тонкий деревянный стержень. Это был не что иное, как высший небесный плод Ханли. Как только плод появился, кровавая руна в небе сильно задрожала и исчезла с глухим стуком. При виде этого на лице Ханли появилось чрезвычайно озадаченное выражение. Эта ситуация была слишком странной. Эти кровавые облака собрались вокруг него из-за высшего небесного фрукта. Прежде чем он успел выяснить, что происходит, из кровавых облаков наверху внезапно раздался громкий грохочущий звук. Ханли дрогнул и рефлекторно взглянул вверх, однако то, что он увидел, напугало его. В кровавых облаках появились тысячи проекций различных демонических зверей, причем небольшая часть из них была чужеземными существами, которых Ханли никогда раньше не видел. Однако многие из проекций также принадлежали существам расы летающих духов. У всех проекций на лице было выражение агонии. Это кровавое жертвоприношение. Обладая обширными знаниями и опытом, Ханли сразу смог определить увиденное. В этот момент кровавые проекции сошлись к центру кровавых облаков, после чего вспыхнул яркий малиновый свет, постепенно формируя малиновую формацию, охватившую почти все небо. Ханли резко вздохнул и, схватив высший небесный плод, а затем мгновенно унесся на расстояние более 1000 футов в виде полоски лазурного света. Ситуация явно была опасной, поэтому он решил немедленно бежать с места происшествия. После нескольких вспышек он исчез вдалеке. Однако массивная формация продолжала формироваться, не подавая никаких признаков остановки из-за ухода Ханли. Через некоторое время Ханли улетел за сотни тысяч километров, убегая изо всех сил. Он все еще был окутан кровавыми облаками, но давно потерял из виду массивную формацию. Ханли тяжело вздохнул с облегчением, и только сейчас он, наконец, немного замедлился. Внезапно в кровавых облаках над головой снова раздался оглушительный грохот. Сердце Ханли дрогнуло от этого звука, и он поспешно поднял голову. Кровавые облака вверху внезапно рассеялись, и все небо искривилось. Во вспышке малинового света над ним появилась массивная малиновая формация. Таинственная световая формация парила прямо над Ханли, и его лицо мгновенно побледнело. Он не знал цели этой формации, но для него определенно было нехорошо, что она преследует его. Таким образом, Ханли немедленно убежал вдаль в виде полоски лазурного света. В этот момент малиновая формация наверху внезапно начала действовать. Глава 1537. Битва за высший небесный плод. Толстый столб света диаметром более 1000 футов вырвался из центра формации, мгновенно окутав Ханли, не давая ему времени уклониться, несмотря на его стремительную скорость.
Хань Ли был весьма ошеломлен этим развитием событий, и столб света каким-то образом смог напрямую обойти гору эссенции божественного света над головой, прямо поразив его. Как только на него обрушился багровый свет, Хань Ли обнаружил, что полностью обездвижен, не в силах и пальцем пошевелить. Хань Ли резко изменился в лице, и вокруг него вспыхнули полоски лазурного света, снова превратившись в летающие мечи длиной около фута каждый, а затем летящие по воздуху полосами ци меча по его приказу. Ци меча промелькнула сквозь столб света и с легкостью появилась с другой стороны, словно это была просто иллюзия. Однако Хань Ли все еще был полностью обездвижен, как будто воздух вокруг него превратился в стальную эссенцию, сковавшую его тело и конечности. Хань Ли тяжело вздохнул, осознавая свое нынешнее затруднительное положение. Из формации сверху начали выходить багровые руны разных размеров, и Хань Ли знал, что дольше ему не продержаться. Он издал громкий крик, и золотой свет залил все его тело, после чего появилась проекция истинного первозданного дьявола. Проекция сидела в воздухе, скрестив ноги, и начала создавать печати заклинаний своими 6 руками. Затем от тела проекции вспыхнул золотой ореол, а вокруг Хань Ли возникла рябь в малиновом столбе света. В то же время чувство ограничения в воздухе немного уменьшилось, и Хань Ли, естественно, пришел в восторг от этого. Он немедленно начал петь что-то, чтобы ускорить циркуляцию своей магической силы, тем самым активировав свое первозданное истинное дьявольское искусство в максимальной степени. Однако прямо в этот момент из формации над головой внезапно вспыхнул яркий малиновый свет. Сразу после этого багровые руны в центре формации рассеялись, раскрыв массивную черную дыру размером около 100 футов. Из дыры показались бесчисленные малиновые тени с жуткими воплями и рыданиями. Малиновый столб света тоже начал вращаться с большой скоростью. Хань Ли почувствовал, как давление вокруг его тела снова усилилось, и ограниченная степень свободы, которую он восстановил, мгновенно снова исчезла. В то же время в золотом свете вокруг него возникло бесчисленное количество рун и устремилось к нему. Несмотря на то, каким спокойным и стойким обычно был Хань Ли, даже он смертельно побледнел перед лицом этого испытания. Он не знал, насколько мощными были эти руны, но он был полностью обездвижен в рамках этого ограничения. В своем отчаянии Хань Ли активировал свое искусство владения мечом, и летающие мечи вокруг него вспыхнули, появившись вокруг него, а затем превратились в бесчисленные лазурные полосы ци меча и разлетелись во всех направлениях. Однако лазурный меч ци просто проходил сквозь руны, как если бы они были иллюзиями, не способными нанести какой-либо урон во время процесса. Таким образом, руны, казалось бы, неудержимо продвигались к Хань Ли. Хань Ли стиснул зубы, и из его тела вырвалась черная ци, формируя из нее черные зловещие доспехи. В то же время он связался с золотыми прожорливыми жуками в своем браслете для хранения духовных зверей, используя свое духовное чутье, и со свирепым выражением на лице он готовился выпустить всех своих жуков разом. Ограничение вокруг него действительно было довольно своеобразным, но, конечно, они не смогли бы противостоять такому количеству зрелых золотых прожорливых жуков. Сам Хань Ли, разумеется, собирался противостоять этим рунам с помощью своего мощного физического тела и черных зловещих доспехах. Однако, несмотря на то, что он уже достиг ранней стадии пространственного закаливания, его духовное чутье было достаточно мощным, чтобы поддерживать контроль над таким большим количеством золотых прожорливых жуков на короткий промежуток времени. Даже в этом случае у него не было другого выбора, кроме как спустить их на волю перед лицом этой опасной ситуации. Однако то, что произошло в следующий момент, заставило Хань Ли вздрогнуть, пока он пытался вызвать золотых прожорливых жуков. Как только руны собирались ударить его по телу, они внезапно изменили направление и устремились к объекту в его руке в виде пятнышек духовного света. Хань Ли почувствовал тепло в своей ладони, после чего высший небесный плод в его руке вырвался из его пальцев и взлетел в воздух, как шар белого света. После нескольких вспышек плод поднялся на 1000 футов в воздух, окутанный бесчисленными малиновыми рунами. Сразу после этого плод начал вращаться в воздухе, а затем резко увеличился несколько раз в размерах, по сравнению со своим первоначальным размером, отталкивая бесчисленные малиновые руны вокруг себя. После этого бесчисленные полосы ци меча начали излучать сияющий белый свет, разрывая все руны в воздухе. Затем белый свет бесследно исчез, в то время как увеличенный высший небесный плод продолжал парить в воздухе. Хань Ли смотрел на сцены, разворачивающиеся перед его глазами с ошеломленным выражением лица. Однако он быстро пришел в себя, и магическая сила, которую он собрал, неистово хлынула в проекцию над ним. Проекция вздрогнула, и мерцающий золотой свет стал быстро вращаться вокруг нее, распространившись во всех направлениях в мгновение ока. Сверкающий шар золотого света, похожий на золотое солнце, поднялся над головой Хань Ли. Затем Хань Ли начал что-то напевать, и проекция подняла все 3 головы в унисон, одновременно размахивая 6 руками во всех направлениях, а затем издала низкий протяжный крик. Золотое солнце над головой расширялось и сжималось, а затем внезапно взорвалось. После разрушительного взрыва волны золотого света распространялись в виде мощных ударных волн.
Когда золотые ударные волны пронеслись сквозь малиновый свет, последний беспорядочно вспыхнул и начал безумствовать. С Ханьли в центре весь малиновый свет в радиусе более 100 футов был насильственно отражен, что позволило ему восстановить свободу. Эту способность Ханьли получил от первозданного истинного дьявольского искусства после перехода на раннюю стадию пространственного закаливания. На самом деле это было просто заимствование силы его проекции, чтобы сосредоточить силу своего искусства культивации в одном месте, а затем высвободить всю силу сразу. Это, казалось бы, обычная атака на самом деле израсходовала почти половину всей магической силы в теле Ханьли. Конечно, Ханьли не знал, что первозданное истинное дьявольское искусство содержит одновременно и буддийские, и дьявольские элементы, что придает им особый характер. Если бы использовалось какое-либо другое искусство культивации, даже культиваторы интеграции тела не смогли бы вырваться из багрового света. Следовательно, надо было сказать, что ему здесь очень повезло. Однако после того, как он, наконец, вырвался из ограничений малиновой колонны, израсходовав значительное количество усилий, из черной дыры в малиновой формации наверху внезапно раздался оглушительный вой, после чего оттуда вырвались бесчисленные яркие багровые нити, пытаясь поймать в ловушку высший небесный плод. Тем не менее, высший небесный плод, казалось, обрел разумную волю и, мягко дрогнув, начал испустить безграничный белый свет. Белый свет и малиновые нити с треском переплелись между собой в мгновение ока. Белый свет был чрезвычайно резким, и ему удалось разорвать большую часть малиновых нитей, но он был быстро подавлен и окутан массивным малиновым коконом. Высший небесный плод боролся изо всех сил внутри алых нитей, но две волны белого света, которые он выпустил только что, явно израсходовали всю его силу. Таким образом, его бессильно тянули к большой черной дыре. Однако прямо в этот момент золотой свет вспыхнул в малиновом свете внизу, сметая обширное пространство малинового света. Сразу после этого полоска лазурного света вырвалась из малинового света, а затем устремилась к малиновому кокону и образовала массивную лазурную руку, которая схватила его. Лазурная рука крепко схватила малиновый кокон, после чего бесчисленные полосы ци меча вырвались из массивной руки, ударив по кокону. Однако затем последовала своеобразная сцена. Ци меча просто прошла сквозь кокон, словно это была нематериальная структура, не способная повредить его ни в малейшей степени. Лазурный свет отступил, и массивная лазурная рука превратилась в Ханьли. Затем лазурные нити вырвались из одного из его рукавов, поймав высший небесный плод внутри багрового кокона. Однако огромная притягивающая сила багрового кокона выходила за рамки представлений Ханьли, поэтому высший небесный плод все еще медленно поднимался в воздух. Если бы не тот факт, что сам фрукт изо всех сил пытался противостоять огромной силе, создаваемой малиновыми нитями, он, скорее всего, уже был бы втянут в черную дыру. Тем не менее, это всего лишь вопрос времени, прежде чем он исчезнет в яме. Ханьли, не теряя ни минуты, резко указал пальцем на лазурный летающий меч в воздухе, и из меча вырвался протяжный крик, после которого он превратился в слабую лазурную полоску, словно потерял всю свою сущность. Это была не что иное, как способность нематериальной формы меча. Сразу после этого лазурное пятно вырвалось вперед, рассекая воздух посреди череды глухих ударов. Казалось бы, нематериальные малиновые нити мгновенно были разрезаны на бесчисленные сегменты. Ханьли пришел в восторг от этого и сразу же взмахнул рукавом, а затем вылетел полоской лазурной нити. В то же время все остальные летающие мечи во мгновение догнали Ханьли, а затем исчезли в его теле. При нынешней скорости Ханьли он смог преодолеть расстояние около 2000 футов в мгновение ока. Еще через несколько вспышек он должен был полностью исчезнуть вдалеке. Ханьли тяжело вдохнул с облегчением, думая, что ему наконец удалось избежать этого испытания. Однако именно в этот момент произошел неожиданный поворот событий, черная дыра внутри малинового образования сузилась, после чего изнутри вырвался пучок малиновых нитей. Нить просто расплылась и, мгновенно преодолев расстояние в 2000 футов, достигнула Ханьли. Ханьли был поражен ее скоростью. Прежде чем он успел среагировать, перед его глазами вспыхнул малиновый свет, и он, а также высший небесный плод были унесены малиновыми нитями. Затем малиновые нити вспыхнули и снова устремились в черную дыру с той же скоростью, с которой они достигли Ханьли. В тот момент, когда Ханьли погрузился в черную дыру, из багровой формации наверху вырвался сокрушительный удар, и кровавые облака взметнулись вверх в виде дуг малиновых молний. Из формации вырвалось огромное количество рун, в результате чего она стала довольно расплывчатой и нечеткой. Ханьли чувствовал себя крайне вялым в пучке малиновых нитей и потерял способность летать. Он открыл рот, вызвав летающий меч, но был совершенно неэффективен. В этот раз летающие мечи не смогли разорвать багровые нити даже после активации своей способности нематериальной формы. Прямо в этот момент свет в окрестностях потускнел, и послышались призрачные вопли и жуткий вой.
Сразу после этого произошла вспышка мощных пространственных колебаний, и сердце Хань Ли сразу же ушло в пятки после этого наблюдения. Глава 1538. Появление духовного меча. Он не мог видеть, что происходило за пределами клубка малиновых нитей, но знал, что его должно было втянуть в черную дыру. Иначе бы такого странного события не произошло. В своей настойчивости Хань Ли хлопнул ладонью по своей глобели. На его глобеле мгновенно вспыхнул черный свет, после чего появилось черное глазное яблоко. Это был не что иное, как глаз разрушения, который Хань Ли усердно культивировал в течение многих лет. Видя, что обычные атаки были совершенно неэффективны против малиновых нитей, ему не оставалось ничего другого, кроме как использовать эту способность, которая специально нацелена на ограничение. В своем отчаянии Хань Ли принял правильное решение. Луч черного света толщиной с палец вырвался из глаза разрушения, с легкостью пробив кажущиеся неразрушимыми малиновые нити. Затем тонкий луч света прошел через отверстие длиной 10 футов в комке малиновых нитей. Сначала Хань Ли был очень удивлен, что его глаз разрушения с такой легкостью перерезал малиновые нити, после чего на его лице появилось восторженное выражение. Он, не задумываясь, взмахнул крыльями и вылетел через отверстие, созданное лучом черного света. Затем духовный свет вокруг него вспыхнул, и Хань Ли появился в черной дыре, а его крылья продолжали беспрерывно взмахивать крыльями. Это было не потому, что он использовал какую-то технику передвижения. Вместо этого ему требовались способности грозовых крыльев, чтобы держаться в воздухе. В противном случае он бы немедленно рухнул прямо в глубины черной дыры. Призрачный вой разразился вокруг, и бесчисленные малиновые проекции устремились к нему. Выражение лица Хань Ли стало мрачным и потер руки, а позади него грянул гром, и из его рук вспыхнуло бесчисленное количество золотых дуг молнии. Все эти дуги молнии были чрезвычайно толстыми, намного толще, чем божественная дьявольская молния, которую Хань Ли использовал в прошлом. Это было одним из дополнительных неожиданных преимуществ использования метода взращивания мечей. Хотя его летающие мечи только недавно полностью поглотили духовную ци из золотого молниеносного бамбука, они также поглотили божественную дьявольскую молнию, которой был пронизан бамбук. В результате его летающие мечи не только были закалены и превратились в мечи с чистым древесным элементом, но и содержащаяся в них божественная дьявольская молния увеличилась в количестве и стала гораздо более могущественной, чем раньше. Следовательно, теперь, когда Хань Ли их выпустил, они, естественно, стали гораздо более неудержимыми. После серии грохочущих взрывов обширное пространство золотых молний вспыхнуло и отразило все надвигающиеся багровые нити. Однако их было просто слишком много, и казалось, что этим малиновым нитям не будет конца. Они стаями бросились на Хань Ли, не опасаясь за свою безопасность. Некоторые из наиболее существенных из даже смогли выпустить гнилостные малиновые нити, которые пронзили сеть божественной дьявольской молнии прямо до Хань Ли. Однако все эти нити были сдержаны нематериальной формой мечей Хань Ли, которые он выпустил заранее. Полоски лазурного света вспыхивали в воздухе, разрывая малиновые нити на бесчисленные сегменты. В этот момент из малиновой формации раздался грохот, и изнутри черной дыры вырвались пространственные колебания, которые усилились еще больше. Хань Ли достаточно было осмотреться, чтобы понять, что он столкнулся с какой-то неизвестной опасностью. Резко изменившись в лице, он взмахнул крыльями, стремительно подлетев к краю черной дыры в попытке сбежать. Однако после глухого удара Хань Ли отпрянул, словно врезался в невидимую стену. Он несколько раз яростно взмахнул крыльями, и только тогда он смог остановить свой импульс с разгневанным выражением лица. Как только он стабилизировал себя и собирался раскрыть еще одну мощную способность, чтобы разрушить этот невидимый барьер, из глубины черной дыры внезапно вырвался взрыв огромной силы всасывания. Сила всасывания была настолько огромной, что Хань Ли был втянут обратно в то же место, где находился раньше, почти не имея возможности оказать какое-либо сопротивление. Его быстро втащили в эту точку, втягивая его дальше в черную дыру. Хань Ли резко изменился в лице, и было нетрудно представить, как шок пронзил его сердце. Малиновая формация начала дрожать еще сильнее, и ее поверхность уже образовала одно массивное пятно и стала совершенно прозрачной, словно собиралась исчезнуть в любой момент. За это время произошло много событий, но на самом деле прошло лишь несколько секунд. Хань Ли оказался в ловушке всасывающей силы черной дыры, и в своем отчаянии он раскрыл все свои способности сразу, без каких-либо ограничений, в надежде, что они освободят его от этой западни. Внезапно одновременно вспыхнули золотой свет, серый свет, пятицветное пламя, золотые дуги молний и полоски лазурной ци меча. Было совершенно очевидно, что сила стольких одновременно раскрытых способностей была поразительной. Шары пятицветного пламени появились вокруг Хань Ли и полностью окутали его, и, несмотря на то, насколько мощной была сила всасывания, в этот момент все равно ослабла.
Хань Ли был в восторге и как раз собирался вылететь из черной дыры, как вдруг из малиновых теней в окрестностях раздался мучительный вопль. Сразу после этого раздался ряд глухих ударов, и все они взорвались одновременно, образовав вспышки малинового света. Эти вспышки света бесследно исчезли в глубинах черной дыры в мгновение ока. Хань Ли сразу же почувствовал, как его окружение размывается и искажается, и чувство дежавю захлестнуло его сердце. Благодаря его прошлому опыту телепортации, он уже знал, что его снова телепортируют. Он не знал, куда его собираются телепортировать, но это определенно не сулило ничего хорошего. Таким образом, он немедленно выпустил столб черного света из своего эко-разрушения снова, и свет быстро исчез во тьме. Размытые сцены вокруг него немного застыли, а затем продолжили размываться и искажаться. С грозным выражением на лице Хань Ли выпускал один луч черного света за другим из своей глобели. В то же время золотая проекция над его головой раскачивала все 6 рук в воздухе, посылая полосы золотого света в попытке прервать телепортацию. Однако из черной дыры раздался громкий жужжащий звук, и все атаки исчезли в мгновение ока, по-видимому, не оказав никакого эффекта. Было совершенно ясно, что эта телепортация не была похожа ни на что, с чем он сталкивался раньше, поскольку она была полностью невосприимчива к эффектам этих атак. Сердце Хань Ли дрогнуло, и его впервые в жизни поразило чувство бессилия. В то же время на его лице появилось своеобразное выражение. В его прошлом опыте телепортации он должен был быть телепортирован прочь сразу после того, как его окружение размылось. Так почему этот процесс длился так долго, пока Хань Ли пытался найти ответы, а также способ спастись, резкая боль внезапно пронзила руку с высшим небесным плодом, словно его укололи острой иглой. Он сразу же испуганно посмотрел вниз и обнаружил, что, несмотря на то, что он активировал свое первозданное истинное дьявольское искусство на полную мощность, в его руке все еще образовалась небольшая рана, и оттуда потекла кровь. На высшем небесном плоде появился чрезвычайно острый деревянный шип, залитый кровью, так что именно этот шип явно был ответственен за нанесение раны. Тело Хань Ли было даже более мощным, чем обычное сокровище, и при активации первозданного истинного дьявольского искусства его руки были в несколько раз более крепкими, чем обычно. Поэтому было просто невероятно, что он был так легко ранен небольшим деревянным шипом. Если бы он сам не видел этого, ему было бы очень трудно поверить в это. На лице Хань Ли появилось озадаченное выражение, и прежде, чем он успел попытаться остановить кровотечение, из высшего небесного плода вспыхнул белый свет, и он тут же начал поглощать его кровь. Затем из плода вырвался резкий звенящий звук, пронзивший небо. Хань Ли резко изменился в лице при виде этого и попытался отбросить высший небесный плод, как будто его только что укусила змея. Однако плод оставался плотно приклеенным к его ладони, отказываясь сдвинуться хотя бы на дюйм. Лицо Хань Ли побледнело еще больше. Он чувствовал, как его кровавая эссенция устремляется к высшему небесному плоду с угрожающей скоростью, и даже при том, что он пытался остановить это изо всех сил, он был совершенно не в состоянии сделать это. В мгновение эко он потерял более 2/3 своей кровавой эссенции крови, прежде чем фрукт, наконец, перестал высасывать из него кровь. К счастью, мощное тело Хань Ли позволило ему справиться с такой огромной потерей эссенции крови с минимальными побочными эффектами. Если бы обычный культиватор потерял столько много своей эссенции крови, он, скорее всего, оказался бы в крайне слабом состоянии. Но опять же, если бы на месте Хань Ли был обычный культиватор, высший небесный плод, скорее всего, не был бы удовлетворен, даже если бы высосал всю кровь досуха. В этот момент кожура высшего небесного плода приобрела ярко-красный цвет, а зеленые узоры на его поверхности стали извиваться, превращаясь в бесчисленное количество крошечных рун. В то же время бесчисленные пятнышки пятицветного света появились вокруг тела Хань Ли, и все они полетели к высшему небесному плоду, как мотыльки в пламя. Зеленый свет вспыхнул с одного конца высшего небесного плода, и оттуда внезапно вырвалось острие меча длиной около фута. Острие меча было чрезвычайно яркое и гладкое, как зеркало. Однако в центре клинка была прямая линия из 5 странных зеленых рун. Так случилось, что высший небесный плод стал рукоятью этого меча, поэтому Хань Ли стал владельцем этого меча. Все это довольно ошеломило Хань Ли. Однако, как только появился меч, малиновая формация снаружи, казалось, получила какой-то стимул. После сокрушительного взрыва вся формация и черная дыра в ее центре задрожали и исчезли на месте. В то же время размытое окружение черной дыры исчезло, и Хань Ли был встречен видом огромного малинового пространства, после чего его охватило головокружение. В своем изумлении Хань Ли рефлекторно рассек мечом в воздухе без какого-либо направления. В месте, находящемся в бесчисленных километрах, в воздух поднялась струя кровавой ци. В этом месте был огромный жертвенный алтарь, окутанный малиновым туманом, и на нем стояло около дюжины человекоподобных фигур. Под их ногами была огромная формация, вспыхивающая слабым малиновым светом, и при более внимательном рассмотрении можно было обнаружить, что эта формация была в точности идентичной той, что появилась над головой Хань Ли ранее. Под жертвенным алтарем было огромное озеро, наполненное алой жидкостью.
Озеро простиралось до самого горизонта во всех направлениях, и на поверхности озера плавали скелеты разных размеров и рас, создавая довольно пугающее зрелище. Невозможно. Куда делось высшее небесное сокровище? Я уже почувствовал его и призвал сюда. Яростно воскликнула одна из человекоподобных фигур на алтаре, не веря произошедшему. Глава 1539. Спасение от бедствий. Господин Даосист Цзянь, возможно, ты ошибся, и недавно появившееся высшее небесное сокровище на самом деле не находится на территории нашей расы летающих духов. Это бы объясняло, почему ты не смог призвать сокровище, даже используя технику кровавого жертвоприношения. В ответ с алтаря раздался женский голос. Заговорившая была красавицей средних лет в белом плаще с парой пятицветных крыльев на спине. Судя по ее тону, она была рада тому, что ее компаньон потерпел неудачу. Госпожа Бэу. Брат Цзянь и я создали эту формацию призыва вместе, и мы оба определенно почувствовали высший небесный духовный меч благодаря силе нашего кровавого жертвоприношения, но что-то пошло не так во время процесса призыва, и он внезапно исчез. Возможно, этот меч уже обрел разумную волю и рассек пространство, скрывшись в пространственном разрыве. Вдруг сказал другой молодой человек. У этого молодого человека был один мерцающий рог на голове, и это был никто иной, как существо Цзяочи, которого Хань Ли видел на огромном острове полгода назад. Тот, кто заговорил первым, естественно, был никто иной, как-то красноволосое существо из расы морских монархов, и в настоящее время на его лице было бешенство. Вы двое установили формацию, так что только вы двое знаете, действительно ли существовал это высшее небесное сокровище. Мы пришли сюда, чтобы помочь вам, равнодушно сказал пожилой мужчина с парой серых крыльев. Он держал трость, на кончике которой была вырезана голова дракона, и не пытался скрыть насмешку в своих словах. Никто из других крылатых существ расы летающего духа ничего не сказал, но они также оценивали двух чужеземных существ пристальным взглядом. Молодой человек из расы Цзяочи не ответил на их слова. Вместо этого он обменялся взглядом со своим спутником, и их губы шевелились в безмолвном разговоре, посылая друг другу передачу голоса. Присутствующие существа расы летающего духа потемнели еще больше при виде такого неуважения со стороны этих двух чужеземных существ. После обсуждения рогатый молодой человек с мрачным выражением лица сказал: «Раз мы потерпели поражение, нам просто придется провести еще одно кровавое жертвоприношение. Кровавая ци еще не полностью рассеялась, поэтому мы в состоянии сделать это. Если высшее небесное сокровище все еще находится на территории вашей расы летающих духов, мы определенно сможем призвать его. Провести еще одно кровавое жертвоприношение. Думаешь, наша магическая сила растет на деревьях? Кровавое жертвоприношение, которое было принесено ранее, истощило большую часть нашей духовной силы. Если мы сразу проведем еще одно кровавое жертвоприношение, это, скорее всего, может повредить наши базы культивации», — сказал пожилой мужчина с серыми крыльями ярости и стукнул своей тростью по алтарю, в результате чего формация содрогнулась с глухим ударом. «Я прекрасно понимаю, что многого прошу от вас, но я уверен, что вы предпочли бы рискнуть своими базами культивации, чем столкнуться с разрушением всей вашей расы в течение полугода, верно? Если мы из-за вас потеряем возможность получить высшее небесное сокровище, я не уверен, что вы справитесь с последствиями», — беспечно сказал рогатый молодой человек, слегка прищурившись. Яростное выражение появилось на лице человека с серыми крыльями, и он сделал несколько шагов вперед с грозным взглядом в глазах. Однако прямо в этот момент из толпы поблизости раздался легкий кашель, вслед за которым раздался хриплый голос. «Успокойтесь, брат Я, господин Даосист Мин, представитель расы Цзяочи, мы не должны грубить ему». Тот, кто говорил, был горбатой человекоподобной фигурой, окутанной тонким слоем белого тумана, из-за чего невозможно было разобрать черты его лица. Мужчина с серыми крыльями резко изменился в лице от его слов и немедленно отступил на свое первоначальное место, проговорив почтительным тоном: «Ты прав, брат Сюн, пожалуйста, прости меня». Рогатый молодой человек узнал говорящего и, изменившись в лице, спросил: «Тебе есть что сказать, господин Даосист Сюн?» «Да, есть. Мы можем перенапрячься и помочь вам совершить еще одно кровавое жертвоприношение. Но что, если второе кровавое жертвоприношение также не удастся?» Горбатый человек усмехнулся, и голос его внезапно стал холодным. «Если оба кровавых жертвоприношения потерпят неудачу, значит, предмета больше нет в этом районе. В этом случае мы немедленно покинем это место и определенно не станем забирать свои слова назад», — ответил рогатый молодой человек. Красноволосое существо на протяжении их разговора не произнесло ни слова, как бы выражая пассивное одобрение его слов. «Хорошо. Это все, что мне нужно было услышать. Тогда мы еще раз поможем вам. Все вы, отбросьте свое эго и снова совершите кровавое жертвоприношение», — проинструктировала горбатая фигура.
Как ни странно, все остальные присутствующие существа расы летающего духа были высокопоставленными фигурами, но никто из них не осмелился выразить какое-либо неудовольствие по поводу этого приказа. Все они только молча кивнули в ответ. Спустя несколько мгновений поверхность Кровавого озера начала пузыриться. В то же время над озером начали появляться всплески черной ци, и море малинового тумана вверху также начало бурно бурлить. Жертвенный алтарь в центре Кровавого озера полностью окутало слоем малинового света, и внутри можно было слышать заклинание. После оглушительного приступа мучительной боли Хань Ли, наконец, медленно очнулся. Перед собой он увидел абсолютную темноту, но когда он попытался открыть глаза, его веки оказались невероятно тяжелыми, и ими было просто невозможно пошевелить. Хань Ли это очень встревожило, и он внезапно понял, что, кажется, лежит. Он немедленно попытался сесть, но не смог даже пошевелить даже пальцем. Сердце Хань Ли дрогнуло, и он насильственно подавил агонию, пронизывающую его тело, собирая последний кусочек духовного чутья, поспешно оценивая свое физическое состояние. То, что он обнаружил в результате, было весьма обескураживающим. У него не только была исчерпана большая часть его кровавой эссенции, но и вся его магическая сила была истощена. Однако еще хуже было то, что от его духовного чутья осталось около 20%, и это было причиной его острой головной боли. Все это было вызвано рефлекторным взмахом меча, который он сделал ранее. Сердце Хань Ли содрогнулось от шока, вспоминая все, что произошло после взмаха этого меча, и в то же время он чувствовал себя чрезвычайно удачливым. Когда он нанес удар этим мечом, казалось, будто небо и земля полностью перевернулись с ног на голову. Он не только смог мгновенно отключить телепортацию, но и сумел разрезать открытое пространство. Однако цена за нанесение этого удара мечом также была довольно высокой. Не только его духовная сила была исчерпана, но меч даже затронул его духовное чутье. Таким образом, он был втянут в пространственный разрыв, который он создал с помощью меча, а затем сразу же потерял сознание. Однако, оглядываясь назад, он смог высвободить лишь крошечную часть силы меча с помощью этого удара. Меч явно использовал его магическую силу, духовное чутье и даже его кровную эссенцию, чтобы подпитывать себя. Однако, убедившись, насколько ужасным было состояние его тела, Хань Ли почувствовал облегчение. Эссенция крови, магическая сила и духовное чутье — все это можно было восстановить с помощью таблеток и хорошего отдыха. Таким образом, не было нанесено никакого постоянного ущерба, и он сможет восстановиться через несколько лет. Вокруг него было довольно спокойно, и тот факт, что он появился в этом месте живым, указывал на то, что он, по крайней мере, скорее всего, избежал этого опасного бедствия. Он не мог открыть глаза и не мог высвободить свое духовное чувство, но по влажности в воздухе и легкому соленому бризу, окутавшему его, он почувствовал, что находится на пляже. Земля внизу была довольно мягкой, и он, казалось, лежал на клочке травы. Неужели его телепортировало не слишком далеко? Подумав об этом, Хань Ли снова начал волноваться. Однако в своем нынешнем состоянии он вообще не мог двигаться, поэтому ему оставалось только лежать на траве. Спустя долгое время веки Хань Ли дернулись, и он едва смог приподнять веки. Перед ним предстало ясное голубое небо, полностью лишённого этих кошмарных кровавых облаков, и он вздохнул с облегчением. Спустя несколько часов Хань Ли смог повернуть шею, что позволило ему поворачивать головой из стороны в сторону, чтобы осмотреться по сторонам. Казалось, что он находится в небольшой долине с короткими холмами с 3 сторон, в то время как с другой стороны находится узкий выход. Вся долина была всего лишь чуть более 10 тысяч футов в размере, и он находился прямо в ее центре. В глазах Хань Ли появился намек на радость, и его губы начали сгибаться в слабой улыбке, но даже это сразу заставило его скривиться от боли. Только тогда он обнаружил, что все мускулы его тела ощущались чрезвычайно болезненными и вялыми. Это было чувство, которое он никогда не испытывал с тех пор, как культивировал первозданное истинное дьявольское искусство. Оказалось, что помимо его магической силы и духовного чутья, нанесение этого удара мечом привело к истощению чего-то еще из его тела. В противном случае его могущественное тело не было бы в таком состоянии. Хань Ли продолжал размышлять о своей нынешней ситуации, лежа на траве. По прошествии большей части дня Хань Ли, наконец, смог пошевелить одним из своих пальцев, тем самым показывая, что он восстановил немного силы. На лице Хань Ли появился намек на восторг, но вскоре выражение его лица стало серьезным. Прямо в этот момент из-за пределов долины внезапно раздался ряд глухих ударов. По сотрясениям земли под его телом Хань Ли почувствовал, что в долину идет гигантское существо. Хань Ли бросил взгляд на вход в долину с серьезным выражением на лице. Спустя несколько мгновений в долину ворвалось массивное существо ростом более 100 футов. Это был массивный краб с крючковатыми шипами по всему телу. У краба была пара мерцающих зеленых глаз, а его экзоскелет излучал слабый лазурный свет, создавая впечатление, будто он одет в лазурную броню. Сначала краб не заметил Хань Ли, быстро промчавшись к одному из ближайших холмов.
Спустя несколько мгновений он оказался перед скалой, затем поднял своими массивными клешнями упавший серый камень и воткнул его себе в пасть. Из его рта послышалась леденящая кровь последовательность жевательных звуков, но Хань Ли с облегчением увидел, что гигантский краб не собирается нападать на него. Гигантский краб проглотил около дюжины камней, а затем внезапно обернулся и увидел Хань Ли. Прищурившись, Хань Ли уставился прямо на гигантского краба. Странный шипящий звук вырвался из пасти гигантского краба, и он устрашающе взмахнул своими гигантскими клешнями, а затем бросился прямо на Хань Ли. Хань Ли мгновенно изменился в лице, и в его глазах вспыхнул холодный свет. Он невыразительно посмотрел на приближающегося гигантского краба, и хотя он едва мог двигаться, в его глазах не было страха. Глава 1540. Человекоподобные змеиные существа. Хотя краб был довольно крупного роста, но определенно не был медленным. В считанные секунды он достиг 80 футов от Хань Ли, откуда он уже мог атаковать его своими гигантскими когтями после еще одного летающего выпада. Холодный свет промелькнул в глазах Хань Ли, его нижняя часть живота слегка вздулась. В то же время он поджал губы, словно собирался что-то выплюнуть изо рта. Как раз в этот момент раздался резкий визг, после чего в воздухе промелькнула полоска серебряного света и ударила в гигантского краба. Лазурный экзоскелет краба выглядел неразрушимым, но серебряный свет смог пробиться сквозь него и пронзить тело краба. Наружу вырвалась струя зеленой крови, а полоса серебряного света оказалась серебряным трезубцем длиной около 10 футов. Однако его верхняя половина была полностью погружена в спину гигантского краба, и была видна только его нижняя часть. Будучи раненым трезубцем, гигантский краб закричал и немедленно бросился к отверстию в долине. Атака явно не причинила серьезных ран, а просто взбесила гигантского краба. Хань Ли дрогнул при виде этого и поспешно взглянул на выход в долину. Там он обнаружил около дюжины человекоподобных фигур разного роста. Среди них были как мужские, так и женские особи, и все они держали в руках мерцающие серебряные дротики, трезубцы и другое оружие, предназначенное для метания. У мужчин были обнажены мускулистые руки, в то время как женщины были одеты в облегающую кожаную одежду с короткими рукавами, и все они источали сильную и грозную ауру. Однако, когда взгляд Хань Ли скользнул по их нижней части тела, на его лице сразу же появилось удивленное выражение. Нижние конечности этих существ представляли собой змеиные хвосты без ног разной толщины и цвета, покрытых еле заметными чешуйками. Это определенно были чужеземные существа, и казалось, что они были из расы, о которой он никогда не слышал. Прежде чем Хань Ли получил возможность продолжить рассмотрение этой идеи, гигантский краб уже практически напал на этих существ. Крепкий мужчина впереди всех издал низкий рев, и все его товарищи быстро выстроились в два упорядоченных ряда с 6 мужчинами впереди и 7 женщинами сзади. Мужчина громко вскрикнул, и все в первом ряду сразу бросили свои серебряные снаряды. 6 полос серебристого света вспыхнули и поразили тело гигантского краба, но снаряды были только наполовину погружены в его панцирь, поэтому не могли нанести существенного ущерба. Вместо этого гигантский краб только разозлился, и по его телу потекла зеленая кровь. Он открыл пасть и выпустил комок гнилостной белой пены. Выражение лица человека, стоявшего в первых рядах группы, немного изменилось, и он что-то пробормотал себе под нос, по-видимому, в довольно разочарованной и яростной манере. Затем он вытащил из-за спины плоский круглый каменный диск, мерцающий слабым светом, что указывало на то, что это было более мощное оружие, чем использованные серебряные снаряды. Мужчина без колебаний швырнул диск в приближающийся шар белой пены. В тот момент, когда каменный диск покинул его руку, он превратился в шар красного света, который врезался с сокрушительным ударом врезался в белую пену. Затем шар свирепого пламени немедленно окутал белую пену, и оба они уничтожили друг друга в считанные секунды. Однако гигантский краб воспользовался этой возможностью, чтобы броситься вперед, и теперь он находился всего в 100 футах от чужеземных змеиных существ. Прямо в этот момент 6 мужчин в первом ряду разделились на 2 группы, и каждая из них бросилась вперед по обе стороны от краба. Затем они в унисон взмахнули запястьями и откинулись назад, а приближающийся гигантский краб внезапно остановился. Синий свет вспыхнул в глазах Хань Ли, и только тогда он смог определить, что к каждому из запястий 6 существ были прикреплены полупрозрачные нити, которыми они поймали гигантского краба. Нити были натянуты 6 существами, что ясно указывало на их невероятную силу рук. Однако больше всего Хань Ли заинтриговали желтые браслеты, которые были надеты у каждого из существ на запястьях. Браслеты сверкали духовным светом и выглядели как низкоранговые духовные сокровища. Все 6 из них могли использовать эти браслеты и собственную грубую силу, чтобы остановить гигантского краба. Однако краб остановился всего на мгновение, как вдруг 2 его клешни взорвались, как молния. С глухими ударами краб разорвал 2 невидимые нити, оставляя очень гладкие разрезы, словно они были перерезаны острым лезвием. 2 мужчин откинулись назад,
изо всех сил прилагая силу к нитям, но их моментально отбросило кувырком в воздухе. Гигантский краб собирался перерезать оставшиеся тонкие нити, как вдруг женщины во втором ряду запустили в воздух свои серебряные трезубцы. Раздались удары глухих ударов, вслед за которыми грянул леденящий кровь вой гигантского краба. 7 суставов его ног были пробиты серебряными снарядами, и он сразу же перевернулся. Поскольку только одна из его ног осталась полностью неповрежденной, он никак не мог удерживать равновесие. Гигантский краб с грохотом рухнул на землю, врезавшись в нее на несколько футов глубиной. Все змеиные существа сразу же расслабились и закричали от восторга, казалось бы, уверенные в своей победе. Действительно, искалеченный гигантский краб был полностью в их власти. Змеиные существа сразу бросились вперед, стараясь держаться на расстоянии около 10 футов от краба, натягивая оружие, привязанное к их спине, а затем швыряя его в жизненно важные части гигантского краба. На таком близком расстоянии, когда гигантский краб полностью искалечен, их атаки, естественно, наносились с безошибочной точностью. Спустя несколько мгновений тело гигантского краба было пробито несколькими десятками серебряных снарядов. Казалось, что краб уже был мертв. Хань Ли наблюдал за всем со спокойным выражением лица, лежа на земле, но мысли в его голове мчались быстро. Судя по оружию, сокровищам и тактике, которые эти существа использовали, чтобы уничтожить гигантского краба, эти чужеземные существа выглядели вполне организованной командой. Однако, если это было пределом их возможностей, то они не могли представлять для него какую-либо угрозу, даже если он не мог двигаться. Интересно, что эти чужеземные существа были довольно гибкими и спортивными, но в их теле не было духовной ци. Таким образом, они напомнили Хань Ли воинов человеческой расы, усовершенствовавших тело. Пока эти мысли мелькали в голове Хань Ли, чужеземцы ловко расчленили гигантского краба. Затем они собрали съедобные части краба и выложили их на землю. Судя по мастерству их движений, они явно не в первый раз убивали подобное существо. В этот момент одна из женщин с гибкой и тонкой талией скользнула к мужчине, который, казалось, был их лидером, а после указала на Хань Ли и сказала что-то довольно приятным голосом. Это было похоже на язык человеческой расы, но если прислушаться, Хань Ли понятия не имеют, о чем идет речь. Лидером группы было загорелое мускулистое существо, и он не только обладал самым внушительным ростом среди всех в группе, но и был единственным, у кого была полностью угольно-черная змеиная нижняя часть тела. У всех остальных существ были либо зеленые, либо белые нижние части тела, что полностью отличало их от лидера. Услышав, что сказала женщина, мужчина мгновенно бросил взгляд на Хань Ли, и он случайно встретился с равнодушным взглядом Хань Ли. Его сердце забилось при виде безмятежных глаз Хань Ли, а затем он бросил взгляд на нижнюю часть тела Хань Ли и резко изменился в лице. Он поспешно что-то сказал женщине и с поразительной скоростью скользнул к Хань Ли, достигнув Хань Ли всего за несколько мгновений. Хань Ли смотрел на него со спокойным выражением лица и ничего не говорил. Однако, если присмотреться, можно было заметить, что нижняя часть его живота все еще немного выпирала и не успокоилась до своего нормального состояния. Конечно, этот мужчина первый раз видел Хань Ли, поэтому он, естественно, не заметил, что что-то не так. Однако он внезапно остановился перед Хань Ли, а затем почтительно поклонился, положив руку перед его грудью. В то же время он сказал что-то на языке, который Хань Ли не мог понять. Услышав это, на лице Хань Ли появилась кривая улыбка. Он выучил языки почти всех рас, известных людям, когда он был в высшем небесном городе, но язык, на котором говорил этот человек, явно не был одним из них. Немного помедлив, Хань Ли задал несколько вопросов на языке, который широко использовался на континенте Тяньюань. Тем не менее, мужчина выглядел совершенно потерянным, явно не в состоянии понять, о чем спрашивал Хань Ли. Хань Ли нахмурился и попытался еще несколько языков, но мужчина продолжал только чесать голову с растерянным выражением лица. Таким образом, Хань Ли тяжело вздохнул и больше не стал ничего говорить. В этот момент мужчина, похоже, понял, что Хань Ли не может двигаться, и он внезапно повернулся и закричал своим товарищам. Затем 4 его спутницы немедленно бросили свои занятия и быстро скользнули к нему. Мужчина что-то сказал этим 4 женщинам, и женщины повернулись к Хань Ли с потрясением в глазах, которые быстро сменились трепетом и почтением. Затем они также почтительно поклонились Хань Ли и скользнули к деревьям в долине. Вспышками серебряного света они срубили одно из меньших деревьев своим странным серебряным лезвием. Женщины размахивали своими серебряными лезвиями в воздухе, быстро соорудив из дерева носилки, а затем накрыли ее шкурой какого-то зверя, которая была у них при себе. После этого 4 мужчин подняли каждый угол носилок и поспешно направились обратно к Хань Ли. В этот момент Хань Ли естественным образом понял, что эти существа не питают к нему неприязни, и выпуклость в нижней части его живота снова исчезла. Затем 4 женщины поставили носилки рядом с Хань Ли, и 2 из них скользнули к нему, задавая вопрос в уважительной манере.
Хань Ли не понимал, о чем они говорили, но их намерения были совершенно очевидны. После короткой паузы Хань Ли кивнул в ответ на их вопрос. Все существа перед ним были в восторге от его ответа. Две женщины рядом с ним почтительно поклонились каждая перед тем, как осторожно поднять Хань Ли с земли за руки и ноги, а затем осторожно положить его на носилки. После этого они тщательно скорректировали его положение, чтобы он не испытывал ни малейшего дискомфорта.